Здорово, танкисты! С вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. Сегодня у нас на обзоре прем-танк 8 левела, средний советский, да, выпал из новогодних коробок, диковина, вот, и полноценный гайд и обзор сегодня у нас по этой машине. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем и передаем слово Мехводу Петровичу. Погнали! Итак, танкисты, касаемо обычно мы смотрим сначала, да, бронирование, но, к сожалению, на эту машину, как и на многие другие танки из новогодних коробок 2024, бронирование на сайтах Collision модель нигде пока до сих пор так и не появилось. Поэтому максимум, что мы можем посмотреть, это здесь. Бронирование башни 220, но это понятно, совковое, приплюснутое, и броня здесь действительно есть. Но меня больше всего интересует, а где, в каком лючке сколько брони, но без Collision модели мы это никак не узнаем. Но предполагаю, что в целом вот в этой детали башни точно броня присутствует. И здесь она наверняка что-то есть, не прям дырявые они, но пока не расскажу. По корпусу 110, а углы приведенной брони у нас слабые, и поэтому я думаю здесь, наверное, в районе 130, ВЛД, ну, наверное, где-то так же. Корпус здесь в целом слабый. Танковать от борта, скорее всего, не стоит на этой машине. Ну и играть надо стараться прятать корпус, уже брони наверняка нету. Ну что такое 110? И посмотрите, как завалена эта броня. Очень-очень слабо. По пушечке. Пушка у нас стоит от 10 левела. Альфа 440, альфа хорошая, 440, 530 на фугасе, но пробитие на фугасе 68. На основном снаряде бронепробитие 252, на голде 300. Вот с бронепробитием все здесь более действительно менее в порядке. Заряжается единственное, что у нас пушечка 11,5 секунд, это на стоке, да. Вот ДПМ 2300, точность действительно примерно как у снайперского танка, на стоке 0,34, 2,5 секунды время сведения. Вот единственное время сведения прям даже на стоке супер комфортным назвать все-таки нельзя. По полевой модернизации во втором слоте качаем повышение жизнеспособности модулей. У нас очень слабый корпус. В четвертом блоке плавающий прицел. В пятом антибликовую маскировку фар. Вторым слотом берем на обзор. По оборудованию, товарищи танкисты, я считаю, что на этой тачке нужно катать с вентилем, с досалом и с просветленной оптикой. Вот. По снарядам, основной у нас бронебойный летит 940 метров в секунду, что странно, как бы снайперский танк, должна быть хорошая скорость полета снаряда, но, увы, 940. 940 у нас также летит кумулятивный снаряд, и 940 летит осколочный фугасный. И все эти скорости на всех типах снаряда, конечно же, будут мешать снайперить, и уже сейчас возникает вопрос, а как так на снайперском танке такая скорость полета снаряда? По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Можно побаловать, как и я, себя до пайкоп. 4 члена экипажа. Перки наблюдаете перед собой в таблице. Теперь по плюсам-минусам танка. Начнем с огневой мощи. Танк снайперский, да. У нас вот с оборудованием. Точность у нас 0,3. Вот это точный танк, да. Могли бы сделать хотя бы 0.28. Ну ладно. Время сведения действительно более-менее комфортное стало против стока, да. У нас хорошая скорость полета снаряда была бы, но и нету, потому что у нас все до 1000. Опять же, как для снайперского танка, все, что до 1000, это мало. Особенно, если мы будем стрелять по подвижным целям. Так что, по сути, снайперский танк. Где скорость полета снаряд, да. К сожалению, нету. И самое омрачает всю эту нашу историю, вся ветка К, советская К, она обладает отсутствием УВНов. И этот танк не исключение. Этот танк не исключение, у нас всего лишь минус 6, и это жирный минус. По ХП 1500 стандартный параметр для девятки, по сути, СТшки. Вот. По мобильности 55 вперед, 18 назад. Вот. Почти 19 лошадей на тонну, едет, набирает. И даже так, можно сказать, более-менее нормально набирает свою максималку. С подвижностью, в принципе, у этого танка все более-менее хорошо. По незаметности
Сейчас 20%, перк незаметности не вкачан у того экипажа, который я сюда посадил с другой машины, а нам сюда незаметность нужна. Но где-то он приплюснутый, я думаю, где-то 34% точно будет. Вот, по обзору 517 метров, как бы на просветленке, все хорошо, поэтому рекомендую ставить сюда просветленку. Будете светить себе и союзникам. Предвижу, что машина туговатая в части игры, особенно на рельефных картах. У нас слабый корпус, центральное, можно сказать, расположение башни. Чтобы на рельефе давать урон, придется выкатываться при таких УВНах чуть ли не целиком на врага и, соответственно, получать от них. Предлагаю же отправляться в бой. Давайте посмотрим, собственно, К-91-122 на что способен. Погнали. Так, господа, у нас обзор боем. Советский прем-танк 8-го левела. Ой, 9-го, что я вас обманул. Да, 9-го. Из новогодних коробок. К-91-122. Вот, 9-го. Конечно же, 9-го. Заговорился. Ну чё, поедем проверять. Попали мы против восьмерок. О! А кобра раз и поперек. Ну и правильно. Подвижность. Ну, вроде неплохо едет. Даже набирает так. Ну, не сказать прям супер быстро, но нормально. Меняемо максималочку. 54, 55. По прямой мы дуем. Интересный у нас форма танка, конечно. Какой-то он немного несуразный. Ну, есть такие танки у Советов, всякие серии К. Куда это ты относится, собственно? Че, тут будет кто-нибудь штурмовать гору врагов, а? Пока непонятно. Пошло! О, дает. Приехал. Умирать. Я даже не ожидал, что так быстро будет кто-то прорываться. Да, вот у военов у нас нету, это факт. И это факт. Там Федя безобразничает. Неужто его никто не охраняет? Даже не верится. Нет, охраняет шпак. Есть пробитие. Отличный выбор. С тобой было неинтересно. Все норм. Пробил его. Не зашло. Блять, в ствол выстрелил. Ну что это такое? Охереть. На, получай. На, получай.
На, получай. Почти на вылет. Он полыхает! Ты гля, как долго живет, а? Не пробил! Живучий просто. 3 семерки это вообще, конечно. Все. Наигрался. Так, ну 2300 дали. Турбослив у врагов. Чарфутурчик. Кимперит. Поехали. С ним разбираться. Ай-яй-яй, убили без нас. Ну, короче, такое, ребят. Не самый у меня хороший бой. Ну, перезаписывать, переигрывать не буду. Сколько было не пробитий, сами видели. К нам на базу поехал гаденыш. Такой же, как у нас танчик. Блин, наши на захват стали. Ну зачем? Не успеем мы его загасить, наверное. Вот пока сведешься. Опасность пожара. Оп. Неплохо, неплохо. Неплохо. Ну, 3К суммы сделали нормально уже. Все, он убежал. И у нас захват баз. Гля, зажил какой, а? Вот негодяй. Ладно. А что можно, собственно, по этой тачке сказать? Хорошая подвижность. Есть. Точность пушки, как бы, должна быть, но как-то у меня странно немного снаряды летели. Может быть, это просто в этом бою. Вот. Чем мы? Второе место, кстати, по урону заняли. Ну, 3К суммы сделали. Самое главное, для 8-го левела, да. Меня на самом деле больше всего вот это удручает. Углы вертикальной наводки минус 6. Меня бесит вся советская техника, и этот танк в частности. УВН нету, и, конечно, играть на рельефных картах, на, ну, вот с таким корпусом, с бронированием. Ладно, там в башне где-то что-то есть, да, но с корпусом без УВН это будет жопа. Поэтому я бы правильно... Снайперский, да, танк. Он снайперский 0.3, но что-то как-то летело так себе. По пятибалльной системе 3 с плюсом, либо 4 с минусом, на мой взгляд, больше эта машина не заслуживает. Ребят, кому выпала эта техника из новогодних коробок, вы на ней уже покатали свои там комментарии, напишите, какое вы используете оборудование, как зашел вам, не зашел танк. Но я в целом всегда говорю, советские танки, будь то тяжелые, средние, я из-за отсутствия УВН терпеть их не могу. Вот, и поэтому, ну, может быть, мой обзор, скажем так, не до конца честный. Потому что есть предвзятое отношение к советской технике. Но в любом случае, вы согласитесь, без УВН играть достаточно сложно сейчас. Много рельефных карт. Подписывайтесь на канал, прожимайте лукасы. Это не имба, и прям комфортным, играбельным танком я бы эту технику не назвал. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.